Внимание! Материал, содержащийся в данном видеоролике, не предназначен лицам, чья нервная система пребывает в шатком состоянии. Кроме того, не рекомендуется к просмотру тем, кому тема неприятна и способна вызвать триггер. Администрация данного канала не желает навредить аудитории, следовательно, вы действуете на собственный страх и риск. Вы были предупреждены, и приятного вам просмотра. С любовью, Миминой ЛП. Блюдо Гливен. Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще 5 минуточек. Что, уже 1358? Нет. Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на канале Devil Sugar, и сегодняшний видеоролик посвящен человеку, чья драма, к сожалению, не окончена даже по сей день. Разумеется, как вы поняли по названию, речь будет идти о ситуации, связанной с известным на YouTube художником и аниматором по имени Сэшли, чья репутация неоднократно была подвергнута сомнениям. Однако, к вашему удивлению, упоминание о человеке будет минимальным, поскольку в центре внимания партнер, пойманный за совершение неприятных поступков, в ряду которых принуждение, манипуляции и взаимоотношения с несовершеннолетними. Перед началом стоит напомнить, с чего начались конфликты в жизни Сэшли и почему ее слава впоследствии оказалась дурной, нежели положительной. Тем не менее, дабы не тратить время на развернутое повествование прошлого, отметим, в каких ситуациях участвовала сама художница. Вот вам небольшой списочек. Обман зрителей касательно национальности, конфликт с бывшей Бёрда по имени Гоут Като, дружба с самим Бёрдом, постоянная смена стиля рисования на протяжении долгих лет, тефобные и иного рода негативные высказывания, копирование стиля художника под псевдонимом Тайф, а также отношения с 19-летним молодым человеком по псевдонимом Полибиус. Из этого может следовать лишь то, что Сэшли — это личность, чья популярность достигалась не только рисованием анимаций, но и конфликтами с немалым количеством людей. Если к этому учесть еще и нежелание признавать собственные ошибки, можно сказать, что поменять мнение художницы — задача из сложных. К сожалению, в данном фрагменте истории это сыграло плохую шутку, как и с самой Сэшли, так и с теми, кто был с ней в близких дружеских отношениях. Кстати, небольшая справочка. Последний раз Сэшли сталкивалась с неприятностями в году так в 2020-м. Предполагаю, что драма не возобновится в будущем, однако, как оказалось, надежды не оправдались. Ну и вот таким образом мы плавненько перешли к теме данного видеоролика. В качестве источника информации был использован документ, созданный под руководством двух людей, состоящих с Полибиус в отношениях и пострадавших в результате его деятельности к ним. Однако в целях безопасности этих людей готовый файл был вложен человеком под псевдонимом Док. Разумеется, как и положено, документ поделен на несколько частей, которые знакомят нас с ситуацией указанных лиц. Кстати, небольшая справочка, в документе указан нынешний возраст участников и даты рождения. Тем не менее, администраторы канала не желают говорить о том, в каких годах родились указанные люди, и все же для понимания возраст каждого будет указан. Таким образом, можно убедиться в том, что Полибиус в качестве собственных жертв выбирает тех, кто младше, чем он. Исходя из вышесказанного, этот человек предпочитает несовершеннолетних. Глава 1. Отношения Анон и Полибиуса. Постскриптум. На момент знакомства и отношений Анон было 15-16 лет, а Полибиусу 17-18. Ну и кроме того, время от времени Полибиус будет называться его настоящим именем Алекс, поскольку это вошло в своеобразную привычку. Анон является первой жертвой Полибиуса, отношения с которой происходили с 2019 по 2020 год. Однако подлинно неизвестно, каким образом осуществилось знакомство, поскольку человек не мог вспомнить. Было ли это с помощью друга в Твиттер или Дискорд-сервера, в общем, непонятно. К сожалению, в те годы Анон не мог справиться с депрессией и другими психическими заболеваниями, которые подавляли желание жить. В результате этого подавленного состояния им было легко манипулировать, чем и воспользовался Полибиус, когда выслуживал проблемы со здоровьем. Анон, кстати, признал, что начало их взаимоотношений казалось прекрасным. Совместное времяпровождение за играми, понимание, комфорт, благодаря чему со временем выработалось и доверие к Алексу, так и влюбленность в него как в партнера. Между ними происходили милые моменты, медленно переходящие в с***ный контекст. Разумеется, со стороны Полибиуса, просящим прислать фотографии интимного характера, что не нравилось Анон. Алекс неоднократно врал о наличии партнера, чтобы в случае отказа Анон прислать желаемое не разрывать контакты с ним под предлогом «это наш секрет». Несомненно,
Одновременно в общении возрастало и напряжение со стороны жертвы, как и чувство вины за отказ прислать оголенные части тела, о которых неоднократно просил Полибиус, поскольку Анон, несмотря на манипуляции, испытывал теплые чувства и не желал потерять того, кто не позволил полностью погрузиться в плохие мысли. Стоит, кстати, отметить, что Алекс не отпускал Анон. Он просил любви к себе, активно удерживал, чтобы его требования выполнялись. Однако, как только происходило понимание происходящего от Анон, что разговоры сводились только к контенту 18+, Полибиус самолично бросал человека и переставал писать, чтобы, разумеется, вызвать чувство вины и стремление возобновить контакт. Также следует упомянуть и 3 неприятных случая, которые полностью убедили человека в том, что Алекс мерзкий человек, использующий манипуляции с целью получить желаемое и не интересующийся мнением выбранной жертвы. Ранее, находясь в голосовом чате, Полибиус заставил Анон раздеться, пока их камеры были включены. Также в определенный момент их общение происходило вне интернета, когда родители Анон отключали Wi-Fi. Для осуществления контакта Полибиус дал собственный номер телефона. Времяпровождение приобретало долгий характер, который впоследствии пополнился и сексуальным. Ведь Алекс неоднократно присылал дикпики, когда ему вздумается. Также со стороны Полибиуса были гомофобные и расистские высказывания без определенного контекста, и они определенно не нравились Анон. Однако возразить не было никакой возможности. И в конце концов, Алекс признался, что использовал человека, называя влечение недостатком романтических вещей, в которые были включены и желание изнасиловать при встрече вживую. Твою ж мать. Заключением главы является комментарий Анон, который четко выражает его позицию и страх за то, чем могут обернуться отношения с Эшли с Полибиус. Все это действительно надоело мне, особенно тот факт, что это происходило не один раз. Я был настолько глупым, что каждый раз попадался на эту удочку. Когда я услышал, что он встречается с Эшли, я почувствовал себя ужасно. Во-первых, я не знаю, что делает этот парень, встречаясь с 15-летней девушкой, когда ему самому 19. Но также я боялся, что он сделает то же самое с ней. Никто не заслуживает такого обращения, даже с Эшли. Глава 2. Отношения Киби и Полибиуса. В тот период времени Киби было 14 лет, а Полибиусу уже 18. Кроме того, Киби уточнил, что по большей степени общение с Алексом велось во время телефонных разговоров и личных встреч, и то, что прошлый никнейм был Шлипши. Или Слипши. Знакомство между Киби и Полибиусом произошло благодаря группе старых друзей, в числе которых была и сама Сэшли. Неудивительно, но художница является инициатором общения между двумя обсуждаемыми героями. После того, как общение понравилось обеим сторонам, Киби добавил Алекса на собственный закрытый сервер, предназначенный только для близких. С этого момента они начали стремительно сближаться, и, как говорил Киби, в начале 2020-го их взаимоотношения выглядели хорошо. Можно сказать, что все происходило невинно. Друзья за пределами интернета ходили в школу, Полибиус закончил образовательное учреждение, а сам Киби обучался на дому, что, следовательно, позволяло им обоим проводить время друг с другом больше, чем положено. Поначалу Алекс писал Киби в личных сообщениях, чтобы поделиться переживаниями касательно отношений с общим другом, которого в свое время, кстати, звали Лаки. Между ними выстроилось доверие, поэтому Полибиус не боялся делиться тем, что испытывал. Однако со временем Киби заметил, что чувства далеко перешли из платонических в любовные, что послужило началом их отношений как партнеров. Человек, кстати, признался, что, будучи слишком близким с Полибиус, он делал все возможное, чтобы обозначить на собственных серверах свой статус и показать участникам, что он занят. Кстати, небольшая заметочка. На некоторых скриншотах использовано старое имя Киби, которое нежелательно в использовании. Кроме того, обратите внимание на использование местоимений Хихим. Ну, то бишь он ему, пожалуйста. Но вот беда. К сожалению, со временем человеком было замечено, что Алекс давит на него для того, чтобы получить не только фотографии лица, но и адрес проживания. Каждый раз, когда он получал отказ, он продолжал давить, и в итоге он все-таки заполучил этот адрес, отправив по нему свой свитер и ожерелье. Данное обстоятельство не слабо так пугало Киби, поскольку в руках Полибиуса сейчас были личные данные, которыми он, вероятно, пользовался для того, чтобы отправлять подарки. Если бы не друзья, что помогли выбраться из ситуации, неизвестно, какими бы были бы последствия. Фу, блин, заговорился. Однако, как оказалось, Алекс не оставлял в покое друзей Киби, писал им и спрашивал, как обстоят дела у того, кого он любил. Тем не менее, это прекратилось только тогда, когда все контакты были оборваны полностью. Ну и вот, казалось бы, что могло произойти, что конфликт все еще не решен? Что ж, увы, к этому делу подключилась и сама Сэшли. Тем не менее, можно сказать, что поначалу художница была на стороне пострадавшего, она успокаивала Киби, уверяла, что все будет хорошо, а главное, запретила Полибиусу быть на сервере. Но в итоге последовала странная череда событий. Девушка под псевдонимом Fried Chicken 420, которая была знакома с Киби, в конце сентября 2021 года начала рисовать анимации с персонажем Полибиус, что вызывало волнение. Затем и смена аватара профиля Сэшли, Соны, который стоял персонаж, отчетливо напоминающий Сону Полибиус.
а также измененная на короткий промежуток времени заметка обо мне. Однако на расспросы Киби Сэшли говорила о неком друге, которого никто не знал, кроме нее самой, конечно же. Но несомненно же, в скором времени Сэшли призналась Киби о том, что обманывала его и скрывала факт того, что встречалась с Полибиус, поскольку считала неподходящим рассказывать многим, особенно тем, кто был травмирован действиями Алекса. Художница активно защищала позицию виновника, заявляя, что он меняется в лучшую сторону и следует двигаться дальше, что, разумеется, ранило Киби, немало так ранило. Ведь все это время его обманывали. В конце концов, их дружба была разрушена без шанса на восстановление. Однако, на удивление, Киби не осуждает Сэшли и надеется, что рано или поздно это все закончится. Полагаю, вы думаете, что это конец истории? Увы, нет. После разрыва дружеских отношений с Сэшли началась своего рода травля и защита Полибиус. Собственно, что и будет рассказано в последней главе. Итак, глава 3. Последствия. Постскриптум. Последняя глава представлена взаимодействием между Киби, Ghostbites, Fried Chicken 420 и другими участниками с помощью социальной сети Twitter. Ну-с, как и было сказано, ранее ситуация стала достоянием общественности, когда человеком по имени Милли в твиттере же Ghostbites раскритиковала Fried Chicken 420 за поддержку Полибиус, мол, каким образом можно оправдывать Мила? И тут же незамедлительно последовала реакция со стороны Fried Chicken 420, опубликовавшей пост, в котором просила оставить как ее, так и других ее друзей в покое, выставив Киби лгуном, поскольку якобы профы не были настоящими. Кстати, стоит отметить, что Fried Chicken 420 это личность неоднозначная, поскольку на публику она выразила мнение, что разница в возрасте все же не является как таковой нормой. Звучит лицемерно, если сверяться с удаленной записью в защиту Алекса, не правда ли? В течение определенного времени Fried Chicken 420 прилюдно оскорбляла Милли, нежели Киби. Также к травле присоединилась и сама Сэшли, хоть и не единожды ответив на пост словами, что нет точных доказательств того, что Полибиус совершал нехорошие поступки по отношению к несовершеннолетним лицам. Но вот как только атаки стали единичными, многие люди принялись извиняться за то, что участвовали в травле и не желают больше поддерживать как Fried Chicken, так и Сэшли в целом. Да и помимо этого вскрылось то, что между Полибиусом и Сэшли есть сексуальный контакт. Ну, точнее, отношения сексуального характера. Но давайте будем честны, в целях безопасности самой художницы, да и прочие вещи, этого не будет показано. Все доказательства имеются в руках пострадавших, и этого, в принципе, достаточно. Да и углубляться в эту тему будет довольно опасно, как я считаю. Ну и в заключение данного видеоролика хочется сказать, что ситуация сложилась не односторонней. Ведь по сути, Сэшли поддерживала Полибиуса за спиной у одной из жертв, скрывала, что находится с ним в отношениях и не считает это чем-то плохим, поскольку закон, по ее словам, не предусматривает наказание за обоюдное согласие между партнерами с определенной разницей в возрасте. Чего, блять? А также участвовала в травле. С другой же стороны, Сэшли такая же, как и анонс Киби жертва, чей разум сейчас находится под влиянием самого Алекса, использующего художницу как ему хочется. Но каким образом выйдет эта ситуация для нас, увы, неизвестно. Для этого нужно время и терпение. Остается лишь надеяться на тот факт, что Сэшли, какой бы плохой она ни была, останется невредимой в этом плане, потому что все мы знаем, чем это обычно кончается.